Віталя, на монтажі це буде 10 секунд. Раз, два, і вони Так, спокойно, спокойно. Ну, якось так. Привет, друзья! Сегодня покажем вам вырезание очередного дверного проема. Интересен он тем, что он на высоте. И сразу возникает вопрос. Во-первых, дверной проем, куда мы режем вообще? Вот когда мы резали в предыдущем видео первую дверь, мы назвали это помещение «Тайная комната». Потому что было помещение с высотой метров 6 потолка, размером, не знаю, там 8 на 8, 10 на 10, но в него не было входа. Зато там стояла опалубка. Но мы вырезали дверной проем, спасли опалубку и думали, что заказчик на этом будет счастлив. А он был несчастлив. Он говорит, я хочу вторую дверь и повыше первой, метра на 2,5 так, а лучше на 3. Я сначала думал, это шутка. Я говорю, а куда мы дальше режем? А там, говорит, тоже тайная комната и тоже опалубка стоит. В общем, что у нас получается? Что мы из тайной комнаты вырезали дверь в тайную комнату. То есть это дверь между двумя тайными комнатами, между которыми не то что входа, даже выхода нету. Абсолютно не понимаем мы целевого назначения этих помещений. Поэтому автоматически отправляем наше видео в рубрику «Нелогичная работа». Вырезать дверной проем ради спасения опалубки, это, конечно, круто и благородно, но как-то вообще ни разу не логично. Или логично? А как вам? Вы напишите, логично ли резать дверной проем 40-й стеночки монолитной для того, чтобы вытащить определенный комплект опалубки. Возможно, возникло неожиданно у заказчика желание это помещение как-то использовать. Так как в это помещении не было дверного проема и оконного тоже не было, то я так понимаю, что планов на использование этого помещения не было в принципе. А тут вместе с благородной миссией спасения опалубки возникла следующая не менее благородная мысль. Надо как-то использовать освобожденные из цепких лап монолита 64 квадратных метра. Наш супергерой Витака сказал, что он вытолкнет вырезанные фрагменты, а дверной проем мы порезали на две части, вытолкнет одним пальцем, одним так, за 1 секунду. Посмотрим. Традиционно для любителей технической стороны вопроса отсверливали моторами Хилки DD250, DD350, в принципе 200 на толщину 300 сверлить любой из этих моторов. Вырезали дверной проем 10-й стенорезной машиной 800 диском. В данном случае сегмент был D-Star. Скорость резки отличная, вопрос только в том, что диск уходит при чрезмерном усилии, когда мы на пульте задаем, допустим, режем на 100, диск может уйти, как в данном случае левый рез вертикальный, на продолке он ушел влево, получается. И когда мы выталкивали кубик на себя, то в дальней точке размер фрагмента был на 5-10 миллиметров шире, чем передней части. В общем, сзади кубик оказался шире, чем спереди. Невероятно, но факт, разница 7-10 миллиметров, но этого достаточно, чтобы этот фрагмент заклинил. Пришлось пробивать периметр. Можно было, конечно, вытолкнуть в обратную сторону, но там, во-первых, леса стоят, во-вторых, там болото на полметра вниз. И в-третьих, не совсем понятно, нужен ли заказчику этот фрагмент во второй комнате.
Так как от заказчика не поступало никаких указаний, в какую сторону выталкивать кубики, то руководствуемся принципом, чем ближе к выходу, туда и выталкиваем. Как-то так незаметно прошло половина рабочего дня. И до обеда дверной проем был вырезан, потому что отсверлили его в предыдущий рабочий день. А по размеру, размер 2,10 на 1,20 м, толщина 30 сантиметров, монолит, двойная сетка армировки, бетон, не знаю, B25, наверное. Резка самого проема по периметру плюс один дополнительный горизонтальный рез заняло 4 рабочих часа. Отсверливание 6 отверстий диаметром 200 заняло тоже около 4 рабочих часов. То есть, по сути, мегапроект на один день, но разделенный на 2 полудня. И тут осталось самое интересное. Как же ж одним пальцем Виталик вытолкнет эти 2 кубика? Так прошло 1,5 часа. Виталик все выталкивал пальцем и выталкивал. День близился к закату. Солнце опускалось все ниже и ниже. И в темной, тайной комнате ставало все темнее и темнее. Силы были на исходе. Но Виталька не сдавался. Почему? Да потому что он супергерой. А супергерои, как известно, не сдаются, когда осталось просто вытолкнуть. Ну, в общем. Села батарейка в камере. Села батарейка в телефоне. И даже в пояснице при этой очень быстрой съемке за секунду села батарейка. Но только Виталька не сдался. Нащо ми його різали, якщо ти його так вибивав? Та я не знаю, я можу і отбойником такі двері вибити. Друзья, знаете, что удивляет в таких моментах? Ну, то, что эта рубрика «Нелогичная работа», это ежику понятно. Потому что операция «Спасти строительные леса, вырезать 2 дверей» — это так, сомнительное мероприятие. Когда мы режем дверь в тайную комнату, ну, то есть вход в тайную комнату, это нормально. Но когда мы еще и выход из нее режем, метра на 2,5 выше, это настораживает просто. Кстати, уже это ошибка разметки. Ой, верх этой двери равен низу той двери. Логично? Нет, не логично. Что-то я не понял. Пойду у заказчика спрошу. Для чего мы снимаем видео? Первое. Я так понимаю, есть часть аудитории профессионалов и полупрофессионалов, которые нас смотрят с определенным интересом. Для сравнения опыта практического выполнения таких задач, потому что мы режем профессиональным оборудованием, и люди, кто тоже режет подобным оборудованием, у них неподдельный интерес к этому. Не у них, а у вас. Вторая часть аудитории — это люди, которым без разницы резка бетона, но они смотрят, допустим, на автомобили, а я очень люблю автомобили и мотоциклы. И им интересна вот эта мотоавтомобильная тема, которой мы периодически касаемся и в своих видео показываем неравнодушность к этому вопросу. Ну и третья часть аудитории — это люди, которым интересна солнечная энергетика, СЭС, станции, панели солнечной генерации, зеленый тариф. Эти видео мы тоже вам показываем, потому что так или иначе мы с этим связаны. На сегодня у нас работает 5 своих станций, работают без проблем. Мы очень довольны, что мы их установили вовремя, скажем так, потому что с каждым годом этот зеленый тариф становится все менее интересным. Но несмотря на то, какая из этих 3 тем вам больше всего интересна, для того, чтобы не пропустить следующее видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, включайте колокольчик. Благодарю за просмотр. Пока.